Где-то на просторах Северной Европы около 8200 лет назад наступило утро, когда море вышло из берегов и больше никогда не вернулось обратно. Холодные серые воды навсегда поглотили огромный мир, где тысячелетиями дышали, любили и ходили по земле люди. Эта исчезнувшая страна не была безжизненной пустошью. Она была теплым домом. Густые леса, извилистые реки, бескрайние луга и живые поселения ныне покоятся на темном дне Северного моря. Мы называем эту затонувшую землю Доггерленд. Ее стерла с лица земли необычная буря, а чудовищная сила, зародившаяся во мраке океана в сотнях миль оттуда, у скалистых берегов Норвегии. Этот колоссальный подводный обвал, известный как оползень Стурегга, породил волну, которая навсегда перекроила карту мира, оставив после себя лишь самую тихую и грандиозную трагедию доисторической эпохи. Наша сегодняшняя история не терпит суеты. Если вашему уставшему разуму нужно тихое убежище, чтобы медленно погрузиться в сон, вы оказались ровно там, где должны быть. Сделайте глубокий, спокойный вдох, закройте глаза и позвольте телу полностью расслабиться. Пусть образы древних пейзажей и забытых берегов мягко проступают из темноты. А пока вы засыпаете, представьте себе место, которое вы хорошо знаете. Любимую улицу или тенистый парк. Теперь мысленно перенеситесь на эту же точку, но за 8200 лет до нашей эры. И если бы вы стояли тогда на землях современной Британии, Дании или Германии, вы бы не услышали шума прибоя. Вы бы оказались в самом сердце бескрайней зеленой равнины. Там, где сегодня бушует Ла-Манш, тогда простирались цветущие луга, неспешно текли чистые реки, в высокой траве паслись животные, а люди вели размеренную, глубокую жизнь под бескрайним небом. В те далекие времена Британия еще не была одиноким изолированным островом. Она крепко держалась за материк, будучи его неотъемлемой частью. Те темные морские глубины, что сегодня разделяют Англию и Европу, когда-то согревали свет костров, там строили жилища и растили детей. Но могла ли всего одна волна превратить полуостров в остров? И да, и нет. Эта трагедия стала лишь финальным аккордом в очень долгой, тягучей симфонии изменений. Сейчас, отдыхая в своей постели, вы, возможно, лежите прямо над теми слоями земли, что хранят память о Доггерленде. Чтобы по-настоящему понять масштаб утраченного, нам нужно отмотать время еще дальше, в эпоху, когда мир был скован льдами. Около 20 тысяч лет назад, на пике последнего ледникового периода, огромная часть земной воды оказалась заперта в гигантских ледниках. Уровень мирового океана был на 100-120 метров ниже, чем сегодня, обнажая невероятные просторы континентальных шельфов. Северная Европа тогда представляла собой единую, обдуваемую ветрами сушу, тянущуюся от самого сердца Англии до Скандинавии. Но время шло, и льды начали таять. Сначала робко, затем все быстрее. Освобожденная вода устремилась в океаны, и уровень моря стал неумолимо ползти вверх. Это был тихий, упрямый процесс, растянувшийся на века. Изменения происходили так медленно, что оставались незаметными для жизни одного поколения, ускользая от человеческой памяти. Примерно 10 тысяч лет назад это безмолвное наступление воды уже успело изменить очертания континента. Огромная равнина, соединявшая Британию с Европой, постепенно сжималась. Речные долины превращались в заливы, а суша миллиметр за миллиметром уступала место морю.
Так рождался тот самый Догерленд. Это не был край суровых скал. Это была невероятно пологая, спокойная и тихая земля, почти сливающаяся с линией горизонта, где небо мягко касалось земли. До того, как вода ускорила свой бег, эти низинные земли были настоящим раем для охотников и собирателей. Природа щедро дарила им свои богатства: заливные луга, мелководные озера, полные рыбы, и бескрайние заросли тростника, куда слетались стаи птиц. По мере потепления климата на север медленно продвигались дубовые, березовые и ореховые леса. Сквозь эту пульсирующую жизнью зеленую сеть протекала грандиозная речная система, объединявшая воды древней Темзы и могучего Рейна. Мы знаем об этом не из старинных летописей, а потому что морское дно ничего не забывает. Исследуя темные глубины Северного моря, геологи обнаружили русла исчезнувших рек и пресноводные отложения. А рыбаки, забрасывая сети, по сей день поднимают со дна кости мамонтов, диких быков, куски древнего торфа и даже кремневые гарпуны эпохи мезолита. Под толщей соленой воды все еще спят окаменелые стволы первобытных лесов, бережно укрытые геологией от разрушительного течения времени. Люди, населявшие этот край, не были примитивными скитальцами. Они дышали в один такт с природой, обладая тем глубоким, интуитивным знанием мира, которое доступно лишь тем, чья жизнь всецело зависит от земли. Они наизусть знали, какие реки выходят из берегов весной и где олени пережидают долгую зиму. Их жизнь была наполнена смыслом, подчинена мягкому ритму смены сезонов. И самое удивительное, они осознавали, что море наступает. Пусть не из года в год, но через легенды, передаваемые от дедов к внукам, они понимали: там, где раньше был сухой брод, теперь плещутся соленые волны. Веками они спокойно отступали вглубь материка, перенося свои шатры и костры. Жизнь у воды приучила их к гибкости, но в то роковое утро случилось то, к чему не мог подготовить ни один опыт прошлого. Вода не стала подниматься на несколько метров за десятилетия. Она обрушилась на них единой, колоссальной стеной, не оставив ни единого шанса, ни единого предупреждения, навсегда погрузив их зеленый мир в вечную, холодную тишину. Но прежде чем наступит то роковое утро, давайте ненадолго задержимся в этих безмятежных краях. Представьте себе теплое весеннее утро, случившееся примерно 8500 лет назад. Вы стоите на невысоком холме, возвышающемся на 15 или 20 метров над зеленой равниной. Отсюда, с этой мягкой возвышенности, открывается бескрайний вид. Если обратить взор на восток, можно заметить широкую реку, неспешно несущую свои воды через заливные луга, все еще влажные после долгой зимы. Вдоль берегов тихо шелестят на ветру плакучие ивы и ольха, а вдали мягко поблескивает спокойная гладь мелководного озера. На западе раскинулись светлые леса, где преобладают береза и орешник, к которым, благодаря небывалому потеплению, постепенно присоединяются могучие дубы. Воздух напоен густыми ароматами влажной земли, цветочной пыльцы и едва уловимым солоноватым дыханием моря. Это средняя эпоха Догерленда. Уже не суровая ледяная пустыня, но еще и незатопленная бездна. Земля здесь щедра и плодородна, а люди, населяющие ее, умеют читать природу как открытую книгу. Мы не знаем, на каком языке они говорили, но их безмолвную историю нам рассказывают артефакты, поднятые со дна рыбацкими сетями. Уже больше столетия рыбаки, забрасывая сети в холодные воды, извлекают на свет фрагменты этого утраченного рая. Окаменелые кости мамонтов, шерстистых носорогов и диких быков, куски древнего торфа, кремневые орудия
И даже костяные гарпуны поднимаются из темных глубин, чтобы рассказать свою тихую повесть. Каждая такая находка — это маленькое чудо сохранения, а вместе они рисуют контуры мира, исчезнувшего в мгновение ока. Но наука пошла еще дальше. За последние 20 лет исследователи кропотливо составили карту морского дна, читая его как древний пергамент. Они обнаружили русла давно пересохших рек и отложения пресных озер, доказав, что ландшафт начал сжиматься задолго до Великой катастрофы. За 6200 лет до нашей эры береговая линия уже неумолимо отступала вглубь материка. Соленая вода медленно проникала в устья рек, губя пресноводную флору и превращая цветущие луга в бескрайние болота. Для людей, живших в эпоху этих неспешных перемен, адаптация была такой же естественной, как дыхание. Они не воспринимали это как кризис. Это была просто новая реальность, в которой они учились жить заново. Когда поднимающиеся грунтовые воды делали привычные стоянки слишком сырыми для ночлега, племена безропотно снимались с мест и уходили все дальше от наступающего прибоя. Знакомые тропы, по которым еще недавно можно было пройти пешком, постепенно превращались в броды, а затем скрывались под глубокой водой, требуя лодок. Вместе с ландшафтом менялась и пища. Охота в речных долинах уступала место добыче водоплавающих птиц, рыбы и моллюсков на расширяющихся солончаках. Природа оставалась щедрой, просто ее дары стали иными. Древние обитатели этих земель не были пассивными жертвами судьбы. Они обладали невероятной гибкостью и мудростью, чутко откликаясь на малейшие изменения среды. Мы никогда не узнаем, спорили ли они за сокращающиеся территории или уходили с миром, но их способность к выживанию поражает воображение. Однако у любой адаптации есть предел. Что происходит, когда перемены становятся слишком стремительными? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам нужно оставить позади заболоченные равнины и мысленно перенестись далеко на север, к самому краю континентального шельфа, где морское дно внезапно обрывается в холодную мглу. Примерно в 100 километрах от побережья современной Норвегии скрывается колоссальный подводный склон. Это не просто отвесная скала, а длинное пологое плечо земной коры, спускающееся из залитых солнцем мелководий в ледяную тьму глубокого океана. Именно здесь тысячелетиями зрел великий обвал, который геологи назовут оползнем Стурага. Если бы вы могли на мгновение раздвинуть толщу воды, вашему взору предстала бы инопланетная картина разрушения. Гигантские ступенчатые террасы, рухнувшие стены высотой в десятки метров и окаменевшие лавины грязи, застывшие прямо в движении. Чтобы понять причину этой катастрофы, нужно отмотать время еще на 10 тысяч лет назад, в эпоху суровых оледенений. Тогда массивные ледяные щиты толщиной более километра покрывали Скандинавию и Шотландию, своей немыслимой тяжестью дробя скалы в пыль. Сползая к океану, ледники несли с собой миллионы тонн песка, глины и каменной крошки. Из века в век талые воды сбрасывали этот осадок на край континентального шельфа. Представьте себе песок, который медленно, песчинка за песчинкой, сыплется на край стола, образуя все более высокую и опасную гору. Эта огромная подводная насыпь балансировала на грани. Достаточно было добавить лишь одну лишнюю песчинку, чтобы хрупкое равновесие рухнуло, увлекая за собой целые миры. На протяжении тысячелетий этот край накапливал в себе насыщенные водой слои ила и рыхлого песка. В состоянии покоя эти массы казались надежными, но стоило им выйти за пределы естественного угла наклона, как их прочность испарялась. Под водой гравитация работает по своим особым законам.
Влага, заполняющая крошечные пустоты между песчинками, находилась под чудовищным давлением. Когда этого давления стало слишком много, а воде было некуда уйти, грунт мгновенно потерял свою плотность. Твердая порода перестала быть опорой и превратилась в тяжелую, смертоносную жидкость. Главным толчком к этому стало стремительное накопление новых осадков поверх старых, пропитанных влагой слоев после окончания ледникового периода. Огромный вес давил все сильнее, пока однажды в абсолютной тишине глубин напряжение не достигло своей критической, невозвратной точки, навсегда изменив судьбу тех, кто мирно спал на зеленых берегах. Колоссальный вес осадков запирал внутри влагу, неумолимо повышая давление. В этих темных глубинах скрывалась еще одна тайна — спящие газовые гидраты. Представьте себе кристаллы льда, надежно пленившие молекулы метана в условиях ледяного холода и сокрушительной тяжести. Они покоились там в идеальном, но невероятно хрупком равновесии. Стоило воде стать чуть теплее, а давлению немного упасть, как эти ледяные клетки начинали таять, высвобождая газ. Он проникал в поры грунта, превращая прочные слои в скользкую ловушку. Окончание ледникового периода создало для этого идеальные условия. Океан медленно согревался, а земная кора, освобожденная от тысячелетнего гнета растаявших ледников, начала плавно расправляться. Это не было внезапным рывком. На протяжении тысячелетий суша совершала медленный, глубокий вдох, приподнимаясь миллиметр за миллиметром. Для человека этот процесс оставался невидимым. Но в масштабах планеты он неуловимо менял напряжение в подводных скалах, подталкивая нестабильные склоны все ближе к краю пропасти. К тому моменту, когда часы глубокого времени отсчитали примерно 8200 лет назад, этот подводный ландшафт превратился в дремлющую угрозу. Перегруженные, пропитанные водой и газом пласты тяжело нависали над бездной, скрытые под покровом серых, меланхоличных волн. Что именно заставило этого исполина сорваться во тьму, до сих пор остается тайной. Возможно, причиной стало землетрясение. Темные глубины океана редко бывают абсолютно безмолвными, и даже легкой дрожи земной тверди было бы достаточно, чтобы сокрушить хрупкое равновесие. Подобно тому, как эхо в заснеженных горах рождает сокрушительную лавину, короткий сейсмический импульс мог мгновенно пробудить дремлющую энергию. А, быть может, таяние замерзших газов просто перешло ту невидимую черту, за которой начинается хаос. Вероятнее всего, все эти силы слились в единый роковой аккорд. Едва уловимое изменение температуры, медленное дыхание земной коры и крошечный толчок навсегда нарушили покой океана. И тогда осадки оторвались от своего основания. Это не было простым оползнем, когда горсть влажной земли мягко сползает в тихую гавань. Вообразите себе колоссальный пласт из ила, песка и обломков скал толщиной в сотни метров и длиной в сотни километров. В одно неуловимое мгновение он отделяется от темного склона и устремляется в ледяной мрак со скоростью десятков метров в секунду. Это была не мертвая глыба, а словно живая, извивающаяся масса, которая поглощала все на своем пути, становясь лишь тяжелее. Падая в бездну, этот чудовищный объем породы неизбежно вытеснял воду над собой. Если вы резко опустите ладонь в наполненную ванну, по воде пойдет легкая рябь. Но когда масса размером с целый горный хребет за считанные минуты обрушивается в холодные воды Северной Атлантики, рождается нечто невообразимое. Глубинный обвал сработал как исполинское весло, оттолкнувшее толщу вод и отправившее из самого сердца океана колоссальную волну энергии
готовую разорвать тишину. Чтобы понять масштаб трагедии, нужно осознать разницу между двумя ликами океана. Жители исчезнувшего Догерленда прекрасно знали, что такое наступление моря. Из поколения в поколение они наблюдали, как соленая вода медленно забирает их земли. Холодные пальцы приливов неспешно тянулись вверх по руслам рек, заставляя племена переносить свои стоянки на сотни метров, а затем и на километры вглубь материка. Это было неизбежно, но происходило настолько плавно, что люди легко сплетали свои жизни с новым ритмом природы. Они строили шалаши чуть выше на холмах, искали новые охотничьи тропы и тихим шепотом рассказывали детям о том, что там, где сейчас плещутся волны, их предки когда-то собирали ракушки в густой траве. Природа забирала свое путем долгого, терпеливого торга. Но цунами — это нечто совершенно иное. Если обычное море поднимается на несколько миллиметров в год, то цунами поглощает метры за считанные секунды. Это не мягкое объятие воды, а ее яростный, безжалостный бросок. В первые мгновения своей жизни, там, в глубоких и пустынных водах, эта волна не выглядела угрожающей. Услышав слово «цунами», мы часто представляем себе пенящуюся стену воды. Но в открытом океане все иначе. Это не короткие ветровые барашки, бегущие по поверхности в штормовой день. Цунами — это глубокий, тяжелый вздох самого океана. Расстояние от одного гребня до другого здесь может превышать длину целой страны, равняясь дневному пешему переходу. В движение приходит не только поверхность, но и вся колоссальная толща воды от темного дна до самых небес. Благодаря этой невероятной длине и бездонной глубине скрытая энергия мчится вперед с пугающей скоростью. Над Норвежским морем этот невидимый пульс летел со скоростью современного пассажирского самолета. И если бы в тот момент вы мирно спали в лодке посреди океана, вы бы ничего не заметили. Вода под вами лишь плавно приподнялась бы, задержалась на высоте и также медленно опустилась. Океан скрывал под своей кожей смертоносную тайну. Но по мере того, как этот невидимый пульс разлетался во все стороны, он неизбежно встречался со сложным подводным рельефом. Морское дно — это не плоская равнина. Там скрыты свои хребты, плато и глубокие каньоны. Пока волна скользит над бездной, ее колоссальной энергии хватает места. Но как только она достигает континентального шельфа, где дно начинает стремительно подниматься навстречу поверхности, места больше не остается. Встречая сопротивление мелководья, волна вынуждена замедлиться, однако ее чудовищная мощь никуда не исчезает. Ей просто приходится расти ввысь. Представьте, как вы толкаете тяжелый ковер по гладкому полу. Он скользит ровно, пока не упирается в узкий коридор, где начинает собираться в высокие складки. Именно это произошло в неглубоком бассейне Северного моря. На пологих отмелях, окружавших Британию и цветущий Догерленд, невидимая зыбь начала превращаться в сокрушительную стену воды. Но в то раннее туманное утро люди, просыпавшиеся под пение птиц, еще не знали, что гигант уже проснулся. И их привычный мир доживает свои последние мгновения. Представьте себе, как невидимая исполинская волна пересекает глубокие воды и неумолимо приближается к пологой чаше мелководья. Ее скорость падает, но мощь остается сокрушительной. Передний край воды сталкивается с тяжелым сопротивлением поднимающегося морского дна, в то время как задняя часть волны все еще мчится из бездны, наваливаясь всей своей тяжестью на мелководный шельф. Океан начинает расти ввысь, но делает это неравномерно. Там, где подводный рельеф образует естественный трамплин, темная вода взмывает к небесам. Древние русла затопленных рек и глубокие ледниковые впадины
работают как гигантские воронки, втягивая энергию и с невероятной силой направляя ее вглубь материка. Извилистые берега, изрезанные глубокими заливами, стали идеальными линзами для этой первобытной стихии. Если бы мы могли взглянуть на это с высоты птичьего полета, мы бы увидели не ровную линию, а причудливый извивающийся узор. Волна огибала острова, преломлялась о скалы, подобно лучу света в толстом стекле, и переливалась через песчаные отмели. Весь этот хаос воды и пены был рожден тем самым первым, далеким толчком в сердце океана. Но для тех, кто стоял на твердой земле, этот завораживающий танец стихии оставался невидимым. То, что открылось их взору, казалось пугающим, непостижимым сном. На многих берегах первым вестником надвигающейся беды стал не водяной вал, а внезапное, противоестественное отступление моря. Вода стремительно уходила вдаль, обнажая темное дно, которое не видело солнечного света тысячелетиями. На влажном песке остались лежать покрытые скользкими водорослями камни, россыпи ракушек и беспомощно бьющиеся рыбы. Для людей, чья жизнь веками подчинялась мягкому, предсказуемому дыханию приливов, это зрелище было невероятным потрясением. Первыми тревогу почуяли животные. Птицы с криком поднялись в серое небо, а тюлени и дельфины устремились прочь от берега. Там, где море не отступило, горизонт просто начал зловеще набухать, словно невидимая рука тянула океан на сушу. Глубокая тишина сменилась низким, первобытным гулом. Это был не раскат грома, а бесконечный рев перемалываемых камней, трещащего дерева и стонущей земли. Однако в самое первое мгновение люди лишь в оцепенении смотрели, как привычный шум прибоя растворяется в одной колоссальной давящей тишине. Когда море и суша наконец столкнулись, это не было похоже на застывшую стеклянную стену, которую так часто рисуют художники. На пологих берегах цунами обернулось бесконечным, стремительным потоком, который просто отказывался останавливаться. Темная вода жадно поглощала песчаные дюны, медленно, но неотвратимо заливая низины. Она поднималась выше, чем помнили самые старые легенды, унося с собой вырванные с корнем деревья, куски торфа и все, что было недостаточно тяжелым. И этот первый натиск редко был последним. Океан дышал тяжело и прерывисто, посылая к берегам целый караван длинных волн. Между их ударами вода яростно скатывалась обратно, превращая тихие реки в бурлящие потоки, уносящие обломки мира в холодную бездну. Для племен, населявших те земли, наступили часы испытаний. Представьте, как человек забирается на высокое дерево, надеясь переждать беду, но видит, как отступающая вода безжалостно вымывает землю из-под корней. Другие укрылись на холмах, думая, что океан успокоился, не подозревая, что эта пауза — лишь глубокий вдох перед новым, еще более сокрушительным ударом. Судьба людей в то туманное утро зависела лишь от случайности рельефа. Те, чей лагерь стоял на высоких утесах, могли с безопасного расстояния наблюдать, как реки поворачивают вспять и пытаются течь в горы. Их потомки будут веками передавать шепотом легенды о дне, когда океан изменил свой ход. Но у племен, живших в цветущих низинах между реками, не было шансов. Их мир был поглощен за один быстротечный час. Первыми удар приняли скалистые острова у северо-западных рубежей Европы. Это был дикий, первозданный край, совершенно не похожий на современные очертания материка. Уровень моря тогда был значительно ниже, и суша далеко вдавалась в океан, изрезанная глубокими шрамами ледниковых заливов. В этот сложный каменный лабиринт и ворвалась ревущая толща воды. Сталкиваясь с внешними мысами, волна изгибалась, разделялась и меняла форму. Она жадно врывалась в узкие фьорды,
мягко обволакивала одинокие острова и неумолимо скользила по широким долинам, подчиняясь причудливой геометрии древней земли. В узких заливах, выточенных древними льдами, мощь стихии достигала своего предела. Давайте мысленно перенесемся в те времена. Перед нами длинный морской рукав, окруженный густыми лесами и торфяными болотами, сужающийся к концу, подобно каменному желобу. Когда колоссальная масса воды оказывалась запертой в этой ловушке, ей некуда было расходиться. Энергия сдавливалась стенами ущелья, заставляя океан стремительно расти ввысь. Волна с пугающей силой карабкалась по склонам, обрушивая всю свою невероятную тяжесть на самую дальнюю часть долины. Сегодня, спустя многие тысячелетия, ученые читают историю этого древнего катаклизма, извлекая из недр Земли длинные темные цилиндры почвы. Эти срезы подобны древним свиткам, хранящим глубокую память планеты. В них, слой за слоем, записана тихая, спокойная работа времени, нежные отложения ила, остатки увядших трав и листьев, медленно копившиеся век за веком. И среди этой гармонии мягкой природы навсегда застыл резкий, хаотичный след того единственного утра, когда океан решил вернуть себе свои древние владения. В насыщенной влагой земле, где веками неспешно копились ил, пыльца увядших трав и крохотные угольки от далеких костров, скрыта удивительная летопись. Если мы заглянем в слой, чей возраст насчитывает примерно 8200 лет, перед нами предстанет нечто совершенно чужеродное. Сквозь мирный темный торф внезапно пролегает резкая полоса чистого песка, принесенного неведомой бурей. Местами этот слой плотный, наполненный осколками ракушек, а где-то лишь тонкая, призрачная тень былого потопа. Ученые читают эти песчаные страницы с трепетом, измеряя дыхание времени не по самому минералу, а по хрупким веточкам и листьям, заточенным прямо под ним. Затухающее эхо радиоактивного углерода в их волокнах позволяет разгадать год их гибели. И хотя точные даты всегда немного размыты, размах этой древней катастрофы неоспорим. Песок, найденный на многие километры вглубь материка, тихо шепчет о воде, которая поднялась на 10, 15, а, быть может, и на десятки метров выше привычной линии прибоя. Но чтобы понять истинный масштаб той волны, нам нужно вспомнить, что сама Земля никогда не бывает неподвижной. Тысячелетиями северные скалы медленно поднимались, освобождаясь от тяжести растаявших ледников, тогда как другие берега, напротив, тяжело оседали в пучину. Древние очертания суши неузнаваемо изменились, и потому наука говорит о прошлом с осторожностью. Но одно известно наверняка. Когда первобытный вал обрушился на изрезанные ветрами скалистые острова, океан перешагнул все мыслимые границы. Представьте себе этот момент. Темная вода с оглушительным ревом врывается в узкие заливы, мгновенно переполняя глубокие морские пещеры и превращая цветущие полуострова в изолированные клочки суши. А чуть южнее, где берега были пологими, стихия действовала иначе. Она не била в лоб, а мягко, но неотвратимо растекалась по широким низинам. Тихие устья рек, где по утрам собирались птицы, а люди неспешно плели ивовые ловушки для рыбы, в одно мгновение превратились в пугающий, чужой и враждебный мир. Привычное спокойное течение рек внезапно обернулось вспять, превратившись в ревущий, переполненный обломками поток, который яростно карабкался вверх по руслу. В глубоких извилистых фьордах, словно в исполинских каменных чашах, вода часами билась от берега к берегу, порождая жуткую, неестественную пульсацию, даже после того, как основной удар миновал. Сегодня мы узнаем об этом лишь по следам в иле и сложным моделям, которые не могут передать главного — человеческой трагедии.
Ведь на этих древних берегах тысячелетиями жили люди. Охотники и рыболовы, не знавшие часов, но умевшие читать малейшие изменения ветра и приливов, жили в абсолютной гармонии с природой. Вода была для них дорогой, кормилицей и огромным, дышащим божеством. Когда великая волна обрушилась на их хрупкие укрытия из дерева и шкур, она стерла в порошок все, что они знали. Теплые золы костров оказались на дне морском, а надежно спрятанные лодки были унесены туда, куда никогда прежде не дотягивалась стихия. Знакомым песчаные дюны, служившие безопасным ориентиром для многих поколений, исчезли без следа или превратились в смертельные ловушки. У нас нет ни каменных скрижалей, ни древних эпосов, чтобы услышать голоса тех людей. Лишь прерванный рост торфянников хранит это тягостное молчание. Чтобы понять судьбу этих племен, нам нужно мысленно перенестись далеко за пределы скалистых берегов на бескрайние, ныне затопленные равнины Северного моря. Этот затерянный мир еще до прихода Великой волны находился во власти медленных, неумолимых перемен. Долгие века после таяния льдов уровень океана полз вверх, всего на несколько миллиметров в год. Для человека это ползучее наступление воды оставалось незаметным, сливаясь с естественным ритмом природы. Сухие пастбища постепенно пропитывались влагой, густые леса отступали на холмы, уступая место шуршащим зарослям тростника и ольхи. 8200 лет назад эта земля не была просто плоской степью. Она превратилась в сложный, завораживающий лабиринт воды и суши. Среди бескрайних топий все еще возвышались надежные сухие островки, где охотники разбивали свои лагеря, окруженные изменчивыми грязевыми отмелями, прозрачными лагунами и тихими заводями. Это был невероятно щедрый, изобильный край, где на границе лесов и болот бродили стада диких оленей, а в небе кружили мириады водоплавающих птиц. Но именно эта роскошная пологая география делала затерянную страну абсолютно беззащитной. Низменные земли ласковы и приветливы лишь до тех пор, пока вода сохраняет свое спокойствие. Когда же стихия пробуждается, на этих бесконечных равнинах просто негде спрятаться. Пересекая глубокие океанские впадины, гигантская волна таила свою сокрушительную мощь глубоко под поверхностью, оставаясь почти незаметной складкой на глади воды. Но как только она коснулась мелководного шельфа, ее характер начал стремительно и пугающе меняться, готовясь нанести свой последний, роковой удар по этому хрупкому, обреченному миру. Когда волна достигла мелководья, ее невидимая энергия, до этого скрытая в океанских глубинах, начала стремительно вырываться наружу. Трение о морское дно замедлило ее бег, но заставило расти ввысь. Ученые, вглядываясь в экраны своих моделей, видят, как древний океан делает медленный, тяжелый вдох, перекатываясь через подводные барханы. Представьте себе Тихий залив, где люди веками ставили свои шатры, сушили рыбу и разводили костры, точно зная, куда дотянется обычный прилив. Но в тот день вода не остановилась. Она не поднималась с привычной, убаюкивающей мягкостью, а обрушилась единым, непрерывным потоком. Устье реки хищно распахнулось. Течение обернулось вспять, неся с собой ил и обломки ракушек. На этой плоской, словно наклоненный стол равнине, не было спасительных скал. Воде не нужно было возвышаться до небес. Даже волна высотой в 1, 2 или 3 метра, набрав пугающую скорость, легко подхватывала лодки, ивовые ловушки, запасы дров и сам верхний слой почвы, стирая знакомый мир. На какое-то мгновение море оказалось повсюду одновременно, а затем начался долгий, безжалостный откат. Гравитация потянула эту колоссальную массу обратно, и отступающая вода оказалась не менее разрушительной.
Она вырывала с корнем растения, вспарывала новое русло и уносила все живое в океан. Древний торф, веками копивший тишину и покой, стал холстом для этого жестокого удара стихии. На дно пресноводных озер легла тонкая песчаная пелена толщиной всего в несколько сантиметров. Печать внезапного соленого вторжения. Экосистема изменилась навсегда. Сегодня у нас нет идеальных следов этого затерянного континента. Могучие приливы, толстые слои ледниковых отложений и неутомимое течение надежно укрыли эти песчаные шрамы. То немногое, что мы знаем, собрано по крупицам, случайно поднятым со дна во время бурения. Искать следы той катастрофы в темных морских глубинах все равно, что пытаться расслышать тихий шепот сквозь рев тысячелетий. Каждая скважина открывает лишь крошечное окно во времени, и когда исследователи находят тот самый острый песчаный след, им приходится разгадывать, была ли это великая волна или просто сильная буря. Компьютерные вычисления рисуют море вероятностей, плавно погружая нас в прошлое. Мы видим, как низменности бесследно исчезают под водой, а холмы на короткий миг превращаются в одинокие острова. Для людей, живших там, хрупкий узор повседневности был разорван в клочья. Даже если волна на равнине не достигала устрашающей высоты северных фьордов, ее стремительность делала эти открытые земли абсолютно беззащитными. Лагеря, разбитые на пологих склонах, которые из поколения в поколение считались безопасными, внезапно оказались в водной ловушке. Охотничьи тропы и щедрые поляны для сбора трав мгновенно ушли под воду. Тщательно вырытые в земле тайники с припасами наполнились грязью, а копченая рыба и ценные инструменты бесследно исчезли в водовороте. Но самой страшной потерей стала пресная вода. Мелкие колодцы, питавшие племена, и прозрачные ручьи впитали в себя горечь океана. Те, кому удалось спастись от самого потока, столкнулись с пугающей новой реальностью. Их мир, некогда поивший их сладкой водой, теперь оставлял на губах лишь едкий привкус соли. Жизнь замерла в ожидании нового равновесия. И все же, сквозь пелену времени, мы должны отделить стремительность этой волны от медленного тысячелетнего погружения целого континента. Великий шторм не стер эту землю за одну ночь. Океан наступал веками, питаясь тающими где-то далеко ледниками. Люди давно привыкли к тому, что их старые охотничьи угодья постепенно становятся болотами, а тропы исчезают под приливами. Волна стала лишь резкой, болезненной вспышкой в этой долгой истории угасания. Она не оставила после себя руин великих городов или поваленных стен, только нарушенные кольца деревьев да ракушки в торфяных слоях. Представьте себе стариков того времени, делившихся у костра воспоминаниями о бескрайних равнинах своей юности, куда теперь можно было добраться лишь на лодке. Память о Великом потопе плавно слилась с тихой грустью медленно тонущего мира. И когда последние клочки суши навсегда скрылись в темных водах, люди уже давно научились жить в гармонии с новыми, измененными берегами. Чтобы понять, как древние люди приспособились к этой изменившейся карте, давайте оставим затопленные низины и мысленно перенесемся на новые, безопасные берега северо-западной Европы. Там мы не найдем привычных деревень или монументальных городов. Жизнь того времени всецело подчинялась плавному ритму непрерывного движения. Представьте себе небольшие племена по 20 или 30 человек, которые бесшумно скользили по лицу земли, следуя за мягким дыханием сменявшихся сезонов. Зимой они укрывались в тихих долинах у пресных источников, согреваясь у заботливо сложенных костров. А когда весна будила природу, люди расходились вдоль рек и эстуариев, следуя за нерестящейся рыбой, перелетными птицами и молодыми оленями.
У них не было постоянных домов. Лишь излюбленные, залитые солнцем сухие поляны да песчаные отмели, куда они возвращались тысячелетиями. Эти крошечные группы не были одиноки в бескрайней глуши. Их связывала невидимая сеть природных троп. Реки служили главными дорогами, а цепочки холмов — надежными мостами. Обмен искусно выточенными каменными орудиями, пересекавшими десятки и сотни километров, тихо шепчет нам о древних союзах. Люди и природа сплелись в единую паутину жизни, и гигантская волна стала для нее не концом, а лишь суровым испытанием. В тот роковой день, когда вода обрушилась на побережье, реакция людей была простой и древней, как само человечество. Бежать на возвышенности, прижимая к груди детей, и громко кричать, предупреждая остальных. Главным преимуществом этих вечных странников было то, что все их скромное богатство можно было унести в руках. Но на плоской равнине вода всегда оказывается быстрее бегущего человека. Когда безжалостный поток наконец отступил и повисла тяжелая, звенящая тишина, выжившим открылся пугающий чужой мир. Привычные ориентиры исчезли, сладкие ручьи наполнились горькой солью, а некогда уютные стоянки скрылись под толстым слоем песка и обломков. Столкнувшись с этой новой реальностью, многие навсегда покинули опасные низины. Те, кто потерял близких, уходили все дальше вглубь материка, ища утешения под сенью густых лесов и на вершинах холмов. Разрозненные семьи объединялись, чтобы пережить долгие холодные месяцы. Река, щедро дарившая лосося лишь паре семей, теперь собирала вокруг своих берегов десятки людей, согревавшихся у общих костров. Это не было паническим бегством, скорее медленным, растянувшимся на годы переселением. Шаг за шагом, уступая морю по 50 или 100 километров, они прокладывали новые тропы среди высоких перевалов. Скрытые глубоко под землей следы не могут показать нам прошлое во всех деталях, но они мягко подсказывают. Для древнего человека изменившиеся берега стали не только угрозой, но и щедрым даром. Наступающий океан приносил с собой невиданное богатство. На скалистых мысах и вилистых заводях селились устрицы, а в тихих лагунах, подчиняясь ритму приливов, собирались серебристые стаи рыб. На дюнах теперь грелись тюлени, а морские птицы вили гнезда на неприступных утесах. Пережив первый шок, люди всего за одно поколение превратили эту изломанную береговую линию в изобильный дом. В тени прохладных лесов, раскинувшихся чуть поодаль, жизнь текла в своем привычном умиротворяющем темпе. Под кронами вековых деревьев охотники выслеживали благородных оленей и диких кабанов, собирали лесные орехи и сладкие ягоды. Терпеливо выжигая сердцевины могучих стволов, мастера создавали легкие каноэ. Лес и вода не были разделены, они дышали в унисон. Стоянки, перенесенные на возвышенности, стали идеальными вратами между двумя мирами. Одна тропа уводила к влажным соленым отмелям, а другая плавно растворялась в успокаивающем зеленом полумраке древней чащи. Читать эти бледные следы прошлого невероятно сложно. Ведь почти все, что наполняло жизнь тех людей теплом — дерево, шкуры, сплетенные из трав корзины — давно растворилось в безжалостном потоке времени. Большая часть их прекрасного мира сегодня покоится на дне холодного моря, надежно укрытая под толщей беспокойных вод. Древние стоянки, хитроумные рыбные ловушки и старые причалы навсегда стерты неутомимыми течениями. Нам остались лишь самые стойкие крохи — кремневые лезвия, осколки костей да потемневшие угольки костров, чудом уцелевшие в лишенном кислорода иле. Иногда гидролокаторы улавливают этот тихий шепот бездны, поднимая на поверхность кусочек обработанного дерева или обломок кости, застрявший в рыбацкой сети.
Эта неполнота картины учит нас быть бережными к истории. Было бы слишком просто сказать, что Великая волна разрушила все, и люди тотчас начали новую жизнь. Земля и вода рассказывают нам более сложную, щемящую и глубокую историю. Да, некоторые долины опустели навсегда, а чьи-то имена растворились в темных водах безвозвратно. Но другие, проявив поразительную мудрость, вскоре научились вплетать шум нового прибоя в свою жизнь, вновь обретая покой и гармонию в вечном, прекрасном цикле природы. Помимо физических разрушений, тот великий поток оставил глубокий след в человеческой памяти. В мире, где еще не существовало письменности, истории служили самыми надежными архивами. Представьте себе потрескивающий во тьме костер и тихий голос рассказчика, передающий из поколения в поколение древние предания. Легенды о сотворении мира, эпосы о долгих странствиях предков и строгие запреты сплетались в единую живую ткань. Внезапный смертоносный паводок, поглотивший знакомые берега, стал самым сильным предостережением для этих людей. Пережитая боль не превратилась в сухие даты. Она переросла в вечный, вневременной миф. «Однажды, — шептали старцы, — вода поднялась без предупреждения, навсегда укрыв наши цветущие долины темным покрывалом». Со сменой поколений точные имена исчезнувших рек стирались, но оставался жизненно важный урок. Никогда не доверяй низинам, всегда разбивай свой лагерь там, откуда видны верхушки деревьев. Те племена, что бродили по измененным землям, не оставили нам грандиозных монументов, лишь россыпь кремневых орудий да пожелтевшие кости. Однако эти скромные находки поют гимн не гибели, а поразительной стойкости. Люди терпеливо восстанавливали разорванные связи, превращая саму катастрофу в часть своей долгой водной истории. Пока века плавно сменяли друг друга, это безмолвное преображение не останавливалось ни на мгновение. Уровень моря продолжал неумолимо расти миллиметр за миллиметром. Старые пересохшие русла углублялись, а заливные луга превращались в широкие спокойные эстуарии. Мелководья, которые раньше можно было беззаботно перейти вброд, стали глубокими проливами с коварными течениями. Пугающее воспоминание о единой исполинской волне постепенно растворилось в более масштабной реальности наступающего океана. Давайте отмотаем колесо времени еще дальше назад, задолго до того великого оползня. В ту далекую эпоху никакого пролива между землями не существовало. Будущий остров являлся лишь краем гигантского полуострова, тянущегося от северо-западной Евразии в холодный, обдуваемый ветрами мир. В леденящей тишине последнего ледникового периода огромные массы воды были заперты в ледяных панцирях, и уровень мирового океана находился на сотню метров ниже нынешнего. Бассейн северных вод представлял собой бескрайнюю сухую степь. Величественные предки современных рек сливались воедино, мирно неся свои воды через бескрайние равнины к далекому океану. Когда суровый климат начал смягчаться, судьба этих великих рек изменилась. Ледники отступали, оставляя за собой колоссальные озера талой воды, запертые за хрупкими скалистыми грядами. В череде грандиозных прорывов эти природные плотины рухнули. Невообразимые потоки пресной воды, неся в себе глыбы льда и камни, с глухим ревом устремились на юг, прорезая мягкие известняки и формируя глубокую долину будущего пролива. Это были не короткие удары стихии, а многодневные, сотрясающие землю пресноводные наводнения. Они сломили сопротивление суши, пробив готовые пути для грядущего моря. После этого океан начал свое медленное, терпеливое наступление, год за годом отвоевывая землю. Сухая долина постепенно погружалась в темные воды.
Первыми сдавались низины, болота и тихие заводи. Некогда единая бескрайняя территория превращалась в запутанный лабиринт узких заливов и водных коридоров. Эта исчезающая суша стала гигантским, медленно тонущим мостом. И хотя вода проникала отовсюду, самые высокие зеленые плато еще долго оставались сухими, связывая разобщенные миры. Но эти связи уже не были широкими, залитыми солнцем тропами. Они превратились в узкие, зажатые водой полоски земли. Разрыв не ощущался как внезапная катастрофа. Это была лишь череда повседневных, тихих компромиссов. Привычный брод стал слишком глубоким, значит, нужно искать переправу выше по течению. Любимая долина скрылась под водой. Семья просто переносит костер на склон холма. Там, где деды ходили пешком, внуки уже скользили по водной глади на выдолбленных каноэ. К тому моменту, как образовался полноценный морской пролив, на севере все еще тянулись тонкие песчаные отмели, последние нити, связывающие континенты. Океан и так неумолимо перерезал бы их, но та исполинская волна резко ускорила неизбежное. Когда гигантская стена воды обрушилась на плоские равнины, она не просто затопила их. Отступая обратно в морскую пучину с колоссальной силой, вода срывала зеленый покров, уносила торфяники и корни, навсегда разрушая хрупкий фундамент суши. Узкие перешейки, по которым еще вчера ступала нога человека, за один день превратились в непроходимые соленые заливы. Океан перевел стрелки природных часов далеко вперед, навсегда разлучив земли, но оставив людям их невероятную способность жить дальше, слушая умиротворяющий шум новых вечных волн. Для людей, живших на этих землях, не имело значения, свершилось ли это преображение за один рассвет или тянулось долгими столетиями. Если там, где ваш дед когда-то спокойно переходил низину вброд, теперь бурлил глубокий и темный пролив, ваш мир менялся навсегда. Идея о том, что единственная исполинская волна в одночасье перекроила карту мира, отзывается в наших сердцах поэтичной грустью. Но давайте прислушаемся к медленному, тяжелому дыханию геологического времени. Истинная история природы была куда более долгой, неспешной и сложной. Это великое разделение стало плодом веков терпеливого наступления океана, когда бесчисленные штормы миллиметр за миллиметром стачивали непокорную сушу. Разрыв не ощущался, как внезапно развершаяся пропасть. Скорее, это был плавный, вынужденный поворот человеческих судеб лицом к бескрайней воде. По мере того, как берега отдалялись друг от друга, менялся и сам дух странствий. Простая прогулка к соседям превратилась в опасное морское путешествие, требующее немалой храбрости и милости переменчивых небес. Чтобы выйти навстречу волнам, теперь требовались крепкое дерево, тягучая смола и поразительное мастерство. Выдолбленная лодка могла унести больше груза, но оставалась пугающе беззащитной перед холодными течениями, которым не было никакого дела до человеческих привязанностей. Некоторые племена смирились и навсегда сузили свой мир до границ одного берега. Для других же умение читать язык ветров и укрощать неподатливую древесину стало источником новой силы. Те, кто знал тайны подводных течений и скрытых отмелей, постепенно превращались в сердце своего народа. Невидимые нити человеческих судеб, с кем делить тепло очага, у кого искать укрытие в бурю, теперь плелись по указке океана. Воспоминания о затопленных тропах медленно таяли, превращаясь в тихие колыбельные. По ночам у потрескивающего костра старцы шептали: «Там, где сейчас спят тюлени в холодной пене, мы когда-то охотились на оленей». Эти слова не были просто скорбью.
Они стали словесной оградой вокруг стремительно сжимающегося дома. Но для самой природы эти человеческие печали уже давно стали перевернутой страницей. Представьте себе, как мы отводим тяжелые воды океана и бережно снимаем зеленый ковер вересковых пустошей, чтобы понять, как наука узнала об этом исчезнувшем мире. Под корнями трав скрывается безмолвный дневник глубокого времени, написанный слоями ила, песка и микроскопических раковин. Следы той колоссальной волны не зияют на земле гигантским шрамом. Они прячутся в самых тихих, защищенных от ветра низинах и влажных болотах, где тысячелетиями царил абсолютный покой. Исследователи ступают по пружинищим солончакам и медленно, с бесконечным терпением, погружают в землю полый металлический цилиндр. Это вертикальное путешествие в самое сердце прошлого. Когда колонку грунта извлекают и бережно вскрывают в лаборатории, перед глазами разворачивается удивительная летопись. Темный торф, сотканный из древних мхов, сменяется серой глиной тихих заводей, тонкой пыльцой давно исчезнувших лесов и бледным пеплом забытых костров. И вдруг посреди этого умиротворенного ритма возникает нечто чужеродное, резкая, светлая полоса чистого песка. Этот песчаный шрам, грубо врезавшийся в мягкую глину, первый безмолвный крик древнего цунами. Он обнаруживается там, куда обычные волны не дотягивались никогда. Присмотревшись через стекло микроскопа, можно увидеть, что этот песок хранит в себе хрупкие раковины крошечных морских созданий, которые могли дышать лишь в соленых глубинах. В отличие от хаотичного следа обычного шторма, эти песчинки гладко отшлифованы и уложены с пугающей упорядоченностью, словно их нес единый сокрушительный поток. Чтобы прочесть возраст этой катастрофы, ученые обращаются к тончайшим веточкам и листьям, уснувшим прямо над и под песчаным слоем. Измерение радиоактивного углерода в этих крошечных маяках прошлого похоже на чтение выцветших строк древнего пергамента. Этот метод не дает точных дат, он шепчет мягкими размытыми интервалами в десятки и сотни лет. Природа часто путает следы. Морские раковины могут казаться старше своих лет из-за медленного дыхания подводных течений, а корни деревьев перемешивать страницы подземной книги. Поэтому исследователи никогда не доверяют лишь одному случайному шепоту. Они терпеливо собирают хор голосов, отделяя случайные погрешности от истинной гармонии времени, сверяя данные с безмолвными кольцами древних деревьев. И когда эта кропотливая работа повторяется на далеких берегах Шотландии, в туманных пустошах и глубоких норвежских фьордах, сквозь пелену веков проступает пугающе ясная картина. Все эти чужеродные песчаные саванны указывают на один и тот же миг, около 8200 лет назад. Но язык природы соткан из вероятностей, а не из абсолютных истин. Чтобы окончательно проверить историю, рассказанную болотной глиной, ученые призывают на помощь законы воды и физики. В цифровой памяти воссоздаются контуры исчезнувших заливов и силуэты давно затонувших островов. В этом виртуальном океане рождается гигантская волна, и исследователи завороженно наблюдают, как она с первобытной яростью обрушивается на утерянные берега, мягко взбирается по руслам рек и многократно отражается от скал, подтверждая то, о чем так долго молчала Земля. Когда цифровые карты древних волн накладываются на реальные слои скрытого в земле песка, прошлое тихо подтверждает свою подлинность. И если расчеты показывают, что волна высотой от 3 до 5 метров проникла в устье старой реки и затопила низины на 10 метров выше нынешнего уровня моря, а ученые находят там чужеродный морский песок, это становится триумфом безмолвной истины.
Отсутствие песчинок в надежно укрытых, спокойных уголках лишь усиливает эту гармонию доказательств. И хотя порой следы вызывают долгие споры о том, был ли это колоссальный шторм или нечто куда более пугающее, со временем голоса исследователей сливаются воедино. Глубоководный оползень у далеких северных берегов, песок силой вдавленный в тихие торфяники и крошечные раковины безошибочно указывают на то, что около 8200 лет назад на эти земли обрушилась непреодолимая стена воды. Наука воссоздает эту картину с благоговейным смирением, понимая, что в чтении древних берегов всегда остается легкая, как утренний туман, дымка неопределенности. История этой древней катастрофы подобна самой Земле того времени. Среди твердых скал неопровержимых фактов скрываются мягкие, зыбкие болота вероятностей. Представьте себе ту бесконечно далекую ночь, тогда привычный мир навсегда изменил свои очертания, а бескрайние зеленые равнины внезапно стали морским дном. Что чувствовали те, кто стоял на холмах, глядя, как их родные тропы превращаются в глубокие проливы? Человеческая память коротка, она едва ли охватывает 30 или 50 лет, но истории, передаваемые шепотом у костра, способны перекинуть мост через бездну веков. Дети, ставшие свидетелями гнева океана, вырастали, и в их памяти стирались точные годы и высота волн. Оставались лишь самые пронзительные образы. Места былых стоянок, навсегда ушедшие под воду, и почерневшие пни древних деревьев, похожие на темные клыки, что обнажаются в пене лишь во время самых сильных отливов. Люди глубокой древности не рассуждали о сдвигах тектонических плит. Они говорили о темной ночи, когда море пришло туда, где ему не место. Скорбь о потерянных жизнях медленно превращалась в строгие запреты, призванные сберечь новые поколения. Не строй жилище в низине, не спи там, где вода забрала старцев, ибо океан никогда не забывает протаренных путей. Так шептали матери своим детям под убаюкивающий шум ночного прибоя. Со временем эти правила выживания растворялись в тумане мифов, становясь преданиями о великих потопах и затонувших мирах. Почти у каждого народа, живущего на границе с бескрайней синевой, есть свои печальные сказки о землях, поглощенных пучиной за одну ночь, и о прогневанных морских божествах. Даже спустя тысячелетия на туманных берегах продолжали звучать легенды о забытых странах, чьи стражи уснули и впустили соленую воду. В тихие безветренные ночи рыбакам все еще чудился приглушенный звон церковных колоколов, доносящийся из-под толщи волн. И хотя эти поздние сказания не были прямым свидетельством той самой волны, обрушившейся более 8000 лет назад, они хранили в себе глубинную память о неутолимом голоде океана. Жители побережья всегда знали, что граница между сушей и водой — это лишь иллюзия покоя. За одну человеческую жизнь можно увидеть, как штормы съедают песчаные дюны, а плодородный луг становится горьким солончаком. Не нужно ждать 10 000 лет, чтобы понять великую силу стихии. Но то время, начавшееся около 11 700 лет назад, было эпохой невероятных стремительных перемен. Огромные ледяные щиты таяли, и уровень мирового океана неумолимо полз вверх. Береговая линия отступала на десятки метров каждый год, и люди собственными глазами наблюдали, как их привычный мир погружается в холодную бездну. Старцы с грустью указывали на серый горизонт, вспоминая бескрайние равнины, где когда-то паслись олени и тянулись к солнцу густые ореховые рощи. Теперь там властвовали лишь темные течения. Внутренние карты в умах людей приходилось перерисовывать каждое поколение. Знакомые броды становились опасными проливами,
холмы превращались в одинокие острова, а затем и вовсе крошились под мягкими, но настойчивыми ударами волн. Это медленное, безмолвное поглощение суши оставило в истории Земли куда более глубокий след, чем любая внезапная катастрофа. И все же та исполинская волна, ставшая роковым пассажиром на спине уже наступающего океана, навсегда изменила дух древнего человека. Люди умели приспосабливаться к постепенному, вековому наступлению воды, воспринимая высокие приливы как неизбежность. Но первобытная ярость, в одночасье смывшая все на своем пути и забросившая морских рыб в лесные чащи, требовала объяснений. Пытаясь найти смысл в этом хаосе, они создавали сказки о спящих на дне исполинах, чье тяжелое дыхание вздымает океанские толщи, или о духах рек, призвавших море себе на помощь. А некоторые просто замолкали навсегда, уводя свои племена подальше от коварных низин. Эта глубокая, почтительная тишина, смешанная со страхом перед бескрайней водой, передавалась из уст в уста, пока сама не превратилась в вечную память. Давайте и мы прислушаемся к этому древнему шепоту волн, позволяя их мерному, спокойному ритму унести все тревоги уходящего дня. Спустя сотни лет осязаемые детали той роковой ночи бесследно растворились, словно морская пена на слабом ветру. Забылись точные сроки, стерлись имена глубоководных каньонов, и даже память о том, что великая волна пришла с далекого севера, мягко канула в лету. Остались лишь смутные тревожные образы, глухое предчувствие того, что однажды дно океана может вновь содрогнуться. Нам, смотрящим из окна современности, так хочется найти отголоски той бури в старинных преданиях, указать на карту и сказать: вот она, та самая затонувшая страна. Но здесь нашему пытливому уму стоит замедлить шаг и сделать глубокий, спокойный вдох. Ведь мифы — это не точная летопись. Прежде чем превратиться в старинный фолиант или современную сказку, история веками струится сквозь тысячи умов. Каждый рассказчик вплетает в нее свои нити, обновляются древние символы, меняются лица героев, а житейская мудрость плавно ложится между строк. Порой 2 или 3 забытые легенды незаметно сшиваются воедино, образуя совершенно новый, причудливый узор. К тому же похожие туманные берега всегда рождают похожие сказки. Если ваш дом стоит на песчаном мысе, открытом всем ветрам, вы неизбежно начнете слагать легенды о хрупкости бытия и гневе большой воды, даже если ваши предки не видели исполинских волн. Затопленные города и потерянные побережья живут в памяти почти каждого народа, ведь это глубоко универсальный опыт сосуществования со стихией. Но давайте вспомним о колоссальных масштабах времени. Большинству преданий о великих потопах, записанных на пергаменте, от силы пара тысяч лет, а то грандиозное обрушение океанского дна произошло более 8 тысячелетий назад. Способна ли устная память удержать столь тонкую нить сквозь бездну веков? Ученые предельно осторожны в своих оценках. Да, мы находим древние сказания коренных народов, которые, кажется, помнят, как поднималось море. Однако одно дело видеть в мифе меланхоличное отражение забытого пейзажа, и совсем другое — привязывать его к конкретной исторической дате. Зачастую мы просто хотим видеть то, что ищем, подгоняя местные предания под строгие геологические находки. Сегодня та ушедшая под воду земля стала для нас своего рода современным мифом, который мы кропотливо воссоздаем с помощью сейсмических волн, анализа древней ДНК и колонок морского грунта. Мы бережно рисуем карты исчезнувших рек и песчаных дюн. Для нас
это место стало философским символом утраченного дома. Оно тихо напоминает о том, что твердая почва под ногами, кажущаяся нам вечной, в масштабах глубокого времени лишь временная песчаная отмель. Эта история заменяет нам все те деревни и плодородные луга, что когда-либо были стерты штормами. Но для семей, живших там на заре времен, эти земли не были метафорой. Это был их единственный дом. Они не знали, что живут на так называемом сухопутном мосту. Они просто дышали в такт с приливами, знали рыбные заводи и безопасные броды. А когда море начало забирать их мир, они смиренно отступали вглубь материка, унося с собой главное правило выживания – остерегаться коварных низин. Граница между сушей и морем продолжает свое вечное, неспешное движение и в наши дни. Но теперь уже в тени климатических перемен. Уровень воды мягко поднимается, меняются пути циклонов, а барьерные острова дрейфуют по воле темных течений. У нас есть сложнейшие спутники, но нет иммунитета перед первозданной силой природы. Представьте, что через несколько тысяч лет некоторые из наших нынешних берегов тоже уснут под толщей соленой воды. Для людей далекого будущего наши незыблемые карты покажутся лишь одним мимолетным кадром из долгого, медленного фильма о наступлении океана. Возможно, они тоже будут рассказывать легенды о наших подводных городах и гадать, где заканчивается вымысел и начинается правда. Но в слоях торфа и морском песке все еще будут храниться безмолвные следы той самой древней волны. Эта память, застывшая в недрах земли, будет вечно нашептывать им о том, что пейзажи непостоянны, а линия между мифом и реальностью всегда чертится на зыбучих песках. Жить рядом с бескрайней синевой значит постоянно заново учиться понимать, где кончается суша. Было бы слишком просто сказать «смотрите, это случилось однажды», значит неизбежно повторится вновь. Урок глубокого прошлого звучит куда тише и мудрее. Мир древних собирателей исчез навсегда. Растаяли исполинские ледяные щиты, а очертания континентов изменились. Земная кора под холодными северными водами все еще медленно вытягивается и дышит. Освободившись от тяжести льда, северные земли плавно поднимаются к свету, тогда как южные берега покорно опускаются в пучину. Мы не можем просто перенести события 8000-летней давности на современные карты. Того старого мира больше нет. Подводные склоны давно осели и покрылись новым мягким илом. Океан стал глубже, изменился мерный ритм приливов. Если когда-нибудь в будущем зародится новая волна, она будет искать свой путь сквозь совершенно иной подводный лабиринт. И все же вода всегда подчиняется одним и тем же законам физики. Гравитация неизменна. Когда давление становится невыносимым, древние скалы все так же безмолвно сдаются и трескаются. В современных океанах пульсирует тот же скрытый ритм, рожденный из 3 главных источников. Первый из них — землетрясение. На границах гигантских тектонических плит камни тяжело и глухо трутся друг от друга. В 1755 году мощный подземный толчок породил волну, пересекшую целый океан. Второй источник — подводные оползни. Крутые склоны континентов, сложенные из речного ила, хрупки по своей природе. Стоит легкому толчку нарушить их покой, как колоссальные массы земли бесшумно скользят во мрак, вытесняя целые моря воды. Ученые находят на дне шрамы от множества таких обрушений, случившихся задолго до появления человека. Они напоминают нам, что подводный мир живет своей скрытой жизнью. И, наконец, третий источник таится в глубоких тихих фьордах, где отвесные скалы веками ждут своего часа, чтобы однажды с мягким вздохом опуститься в темные, спокойные воды
напоминая о вечном круговороте природы. На тех суровых северных берегах случалось так, что рухнувшая в узкий залив черная скала рождала волны высотой в десятки метров. Для местных селений это становилось концом света, хотя уже за соседним мысом Великий океан оставался безмятежным. Такие удары стихии — не глобальные катастрофы, а точечные яростные всплески природы, пульсирующие с самого зарождения континентов. Меняется лишь одно — то, где человек решает возвести свой дом. Именно поэтому история того древнего подводного обрушения обретает сегодня невероятную глубину. Когда исследователи находят в толще старых болот тонкий слой чужеродного морского песка, они читают долгую, скрытую память о бережье. Человеческий век короток, и мы помним лишь самую сильную бурю в нашей жизни, а старые легенды способны продлить эту память разве что на пару столетий. Но камни и донные осадки хранят воспоминания о штормах, бушевавших десятки тысяч лет назад. Читая эту молчаливую геологическую летопись, мы учимся понимать истинный, медленный ритм планеты. Она тихо подсказывает нам, где прокладывать дороги и строить гавани, чтобы жить в гармонии с ее первозданной мощью. Это древнее знание не должно вселять тревогу в наше сердце. Оно лишь мягко напоминает о том, что наше чувство безопасности опирается на иллюзию абсолютной неизменности. У каждого берега есть своя долгая история и свое неспешное будущее. Для семей, живших на тех исчезнувших землях, привычный мир менялся прямо на глазах. Сухая тропа однажды становилась влажной, рыбная заводь зарастала илом, а пресные луга медленно пропитывались морской солью. Та исполинская волна была лишь резким знаком препинания в длинном, нескончаемом предложении природы. Нам кажется, что географические карты незыблемы, ведь мы живем в эпоху относительного затишья, когда уровень моря почти не колебался на памяти нескольких поколений. Но сегодня мы вплетаем в эту вечную историю новую главу. Температура планеты плавно растет, а колоссальные ледяные щиты далекого севера и юга безмолвно тают, отдавая свою тяжесть океанам. Темные соленые воды согреваются, медленно расширяются и тяжело вздыхают, шаг за шагом наступая на сушу. В грядущее столетие этот тихий подъем вновь начнет перекраивать низины и дельты рек, забирая обжитое пространство с той же неумолимой нежностью, что и многие тысячелетия назад. Оглядываясь на то древнее погружение, мы обретаем глубокое смирение и ясную перспективу. Мы видим, что береговые линии всегда находились в плавном движении, а людям всегда приходилось отступать и заново искать свой дом. Наши сложнейшие технологии, будь то массивные бетонные дамбы или чуткие спутники, не способны остановить этот первозданный ритм воды. Они дарят нам лишь немного времени. Но для тех, кто сейчас слушает эту историю в темной тишине ночи, главный урок звучит бесконечно нежно. Катастрофы глубокого прошлого не оборвали нить человеческой жизни. Люди просто ушли чуть дальше, выучили новые тропы и развели костры на новых, неизведанных рубежах. Мир изменился, но в нем все так же звучал детский смех и рассказывались сказки. Если бы сегодня вы могли ступить на те затопленные отмели, где когда-то петляли древние реки, вы бы не почувствовали и тени былой драмы. Вы бы ощутили лишь медленное, мерное дыхание северных приливов. Вода, густая от сияющего планктона, плавно скользит над призраками песчаных дюн. Дважды в сутки океан безмолвно накрывает те места, где когда-то паслись олени и кололи орехи у теплых очагов, напоминая о вечности
своего труда. Чаще всего великие перемены приходят именно так, с мягким шелестом волн, с почти беззвучным подъемом и спадом темной воды. Так мы плавно приближаемся к самой тихой части нашей истории, когда древний шторм давно утих, и океан вернулся к своей медленной, терпеливой работе. В своем воображении мы прошли по исчезнувшему континенту. Мы стояли на затопленных холмах и слушали ветер, гуляющий над бескрайними лугами, что теперь надежно укрыты толщей мягкого ила. Мы видели, как та исполинская волна прокатилась по низинам, а затем началось долгое, неспешное отступление суши. Берега смягчались, русла рек расширялись, а старые лесные тропы навсегда уходили на дно. На самом деле рождение того огромного острова началось задолго до Великого потопа. На протяжении многих тысячелетий глубокий пролив, разделяющий сегодня две большие материковые плиты, медленно и упорно прорезал себе путь. Та сокрушительная волна случилась не в начале и не в конце этого пути, а ровно на его экваторе. Для древних племен это казалось финалом их мира. Но для самой планеты это было лишь ярким, мимолетным мгновением в бесконечно долгом, гипнотическом танце приливов и отливов. Сейчас, мирно отдыхая в своей теплой постели, вы находитесь на самом острие этого непрерывного, вечного процесса. Привычная карта мира кажется нам незыблемой, но это лишь один застывший кадр из бесконечно длинного, медленного фильма. Где-то в холодных северных морях, глубоко под торговыми путями и современными кораблями, крепко спят древние речные долины и ореховые рощи. Под нашими нынешними шумными заливами скрываются куда более старые берега и давно забытые безмолвные истории. Если хотите, позвольте своему вниманию на мгновение мягко расшириться. Почувствуйте не только уютную комнату, в которой вы сейчас находитесь, но и весь тот огромный, спящий ландшафт, что простирается далеко за окном. Пологие холмы, бескрайние равнины или тихие речные долины. Вспомните о ближайшем к вам морском береге, будь он в нескольких минутах ходьбы или в долгих днях пути. Все это — часть одного медленного, завораживающего диалога между твердой землей и текучей водой. Закрывая глаза и прислушиваясь к этому неспешному разговору природы, знайте, вам больше никуда не нужно спешить. В это самое мгновение, на этом крошечном отрезке глубокого времени, вы находитесь в абсолютной безопасности. Представьте себе глубокое море далекого севера, укрытое мягкой ночной темнотой. Под бескрайним небом раскинулось тяжелое, медленно дышащее полотно воды, чья гладь кажется почти неподвижной. Волны, скользящие по его поверхности, — это лишь легкая безобидная рябь, бережно укрывающая древний мир, который больше никто не сможет увидеть в лучах солнца. Там, глубоко во мраке, под днищами проплывающих кораблей, все еще скрыты невидимые контуры исчезнувших озер, остывшие каменные очаги и следы животных, не ступавших по этой земле уже 8000 лет. Над всем этим застывшим величием вода продолжает свое вечное движение, пульсируя долгими, неспешными толчками. Приливы плавно сменяются отливами, а тихие летние штили приходят на смену холодным зимним ветрам. Та исполинская волна давно растворилась в вечности, оставив после себя лишь сам океан, который бесконечно гладит скрытые изгибы дна, возвращаясь к своему медленному перекраиванию мира. Позвольте этому образу плавно раствориться в вашем сознании, принося чувство абсолютного покоя. Представьте, как бледный лунный свет, мерцание далеких звезд
или просто густая темная тишина ложатся на поверхность воды, прячущую под собой целую потерянную страну. Земля под ней совершенно безмолвна, и вода бережно хранит ее вечный сон. Истинные перемены всегда приходят так медленно, что их невозможно заметить. Где-то в этой глубокой тишине, на изменчивых берегах современности, люди также погружаются в сон, как делали это их предки на протяжении многих тысячелетий. Костры медленно гаснут, а недосказанные сказки мягко обрываются на полуслове. Но океан продолжает ровно дышать. Наша планета неспешно вращается, а тот древний скрытый ландшафт терпеливо ждет под толщей воды. Вы можете качаться на этих невидимых волнах столько, сколько захотите. Медленная, бесшумная работа моря продолжится сама по себе, оберегая ваш отдых. Теперь вам остается лишь одно — полностью отдаться этой глубокой, безмятежной тишине и крепко уснуть.